Привет! Тема «Французская философия». Французская философия – это обобщенное название для философии на французском языке. Французская философия чрезвычайно разнообразна, и она оказала серьезное влияние на западную философию в целом, начиная от средневековой схоластики Пьера Абеляра, основания современной философии Рене Декарта, и все это до развития философии науки XX века, экзистенциализма, феноменологии, структурализма, постмодернизма и других направлений. Французская философия ориентирована на проблемы человека и общества, часто облекается в литературную форму, окрашена авторским индивидуальным стилем. Французская философия рано нашла свой оригинальный образ мышления и изложения. В средние века французская философия была ведущей до конца XIV века. В Европе не было крупных философов, которые не учились бы или не преподавали, по крайней мере временно в дворцовой школе в Париже или Парижском университете. Французским Сократом был назван Пьер Абеляр, представляющий собой вершину французской ранней схоластики. Как утверждают многие ученые, Пьер Абеляр был выдающимся философом XII века и, возможно, величайшим логиком Средневековья. Он мог бы стать выдающимся богословом своего времени, если бы его идеи заслужили больше внимания и меньше осуждений. Во всех областях Пьер Абеляр был блестящим, новаторским и противоречивым. Он был гением, он знал это и не приносил извинений. Его обширные знания, остроумие, обаяние и даже высокомерие привлекли в Париж не одно поколение лучших умов Европы. Многие учились у него. Итак, Пьер Абеляр был философом, схоластом, теологом и логиком. История его романа с Элоизой и любви к ней считается великой. Его описывают как самого проницательного мыслителя и смелого теолога XII века. Общая важность Пьера Абеляра заключается в том, что он более решительно, чем кто-либо, установил схоластическую манеру философствования с целью придания формально-рационального выражения общепринятой церковной доктрине. Как бы ни были осуждены его собственные частные интерпретации, они были задуманы по существу в том же духе, что и общая схема мышления, впоследствии разработанная в XIII веке с одобрения глав церкви. Он помог установить господство философского авторитета Аристотеля. Многие произведения греческого мыслителя впервые стали доступны в школах. До него авторитет Платона был основой господствующего реализма. Что касается концептуализма, большинство ученых считают Пьера Абеляра представителем концептуализма и универсалей. Вклад Пьера Абеляра был весом. По поводу терминологии сразу поясняю: концептуализм – направление схоластической философии, доктрина, согласно которой познание проявляется вместе с опытом, но не исходит из опыта. Универсалий – термин средневековой философии, обозначающий общие понятия. По поводу религиозного учения Пьера Абеляра, оно состояло в том, что Бог дал человеку силы для достижения благих целей, следовательно и ум, чтобы удержать в пределах игру воображения и направлять религиозное верование. Вера, говорил он, зиждется непоколебимо только на убеждении, достигнутом путем свободного мышления, а потому вера, приобретенная без содействия умственной силы, принятая без проверки, недостойна свободной личности. Достигнутое таким образом внутреннее согласие – основа для последующих действий, подлежащих этической оценки. В этике Абеляр проявил наибольшую активность философской мысли. Он придавал особое значение субъективному намерению, как определяющему, если не моральный характер, то, по крайней мере, моральную ценность человеческих действий. Его мысли в этом направлении, предвосхищающие кое-что из современных спекуляций, примечательно тем, что его последователи-схоласты меньше всего преуспели в области морали, едва ли отважившись подвергнуть принципы и правила поведения чисто философскому обсуждению даже после того, как великие этические изыскания Аристотеля стали им полностью известны. Мишель де Монтень был французским писателем и философом эпохи Возрождения, автором книги «Опыты». «Опыты Монтэня» – это ряд самопризнаний, вытекающих преимущественно из наблюдений над самим собой, вместе с размышлениями над природой человеческого духа вообще.
По словам Монтэня, любой человек отражает в себе человечество. Он выбрал себя как одного из представителей рода и изучил самым тщательным образом все свои душевные движения. Его философскую позицию можно обозначить как скептицизм, но скептицизм совершенно особого характера. Скептицизм Монтэня – нечто среднее между скептицизмом жизненным, который есть результат горького житейского опыта и разочарования в людях, и скептицизмом философским, в основе которого лежит глубокое убеждение недостоверности человеческого познания. Многогранность, душевное равновесие и здравый смысл спасают его от крайности того и другого направления. Признавая эгоизм главной причиной человеческих действий, Монтень не возмущался этим, находил это вполне естественным и даже необходимым для человеческого счастья, потому что если человек будет принимать интересы других так же близко к сердцу, как свои собственные, то ему будут недоступны счастье и душевное спокойствие. Он критиковал человеческую гордость, доказывал, что человек не может познать абсолютной истины, что все истины, признаваемые нами абсолютными, не более как относительные. Основной чертой морали Монтэня было стремление к счастью. Тут на него оказали громадное влияние Эпикур, Сенека и Плутарх. Учение стойков помогло ему выработать то нравственное равновесие, ту философскую ясность духа, которую стойки считали главным условием человеческого счастья. По мнению Монтэня, человек существует не для того, чтобы создавать себе нравственные идеалы и стараться к ним приблизиться, а для того, чтобы быть счастливым. Рене Декарт, великий философ, считается основателем современной философии. Его размышления о первой философии изменили основной объект философской мысли с онтологии, на эпистемологии преодолели аристотелевский догматизм, унаследованный в философии от схоластики, доминирующей формы мышления предыдущих столетий, одновременно поднимая некоторые из наиболее фундаментальных проблем для будущего. Рене Декарт был обеспокоен неопределенностью в науке и радикальным скептицизмом, который распространился по Европе, когда стали доступны публикации Секста Эмпирика. Декарт желал найти бесспорную основу, на которую можно было бы разместить и постепенно строить все науки. Таким образом, он отверг все, что казалось неопределенным, и решил принимать за истину только аподектическое знание. Доказательное, убедительное, достоверное. Аподектическое знание – это знание, сопровождаемое сознанием необходимости, логической необходимости. Дело обстоит именно так, иначе быть не может. Обратившись к идее о возможности всемогущего обманщика, злого демона или злого гения, отвергать внешний мир, информацию, получаемую от органов чувств, математику и логику, Декарт обнаружил, что, по крайней мере, одна вещь может быть познана аподектически достоверно. Если он сам сомневается, тогда он должен существовать. Таким образом, принцип «я мыслю, следовательно, я существую» стал первым принципом картезианства. Затем Декарт заявил, что поскольку он открыл данный принцип, воспринимая его ясно и отчетливо, все, что он может воспринимать ясно и отчетливо, должно быть истинным. Затем он утверждал, что он может представить себе бесконечное существо, но конечные существа не могут порождать бесконечные идеи, и, следовательно, бесконечное существо должно было вложить эту идею в его разум. Он использует этот аргумент, широко известный как онтологический аргумент, чтобы сослаться на существование всеблагого Бога, как на несомненную основу, которая делает возможными все науки. Многие люди восхищались намерениями Декарта, но не были удовлетворены этим решением. Проблемы солипсизма, истины стали доминировать в западной мысли XVII века. Термин солипсизм, сразу поясню, солипсизм – это философская доктрина и позиция, характеризующаяся признанием собственного индивидуального сознания в качестве единственной несомненной реальности и отрицанием объективной реальности окружающего мира. Может рассматриваться как крайняя форма субъективного идеализма. Другая известная проблема Декарта возникала из дуализма субстанции. Для Декарта субстанция – это то, что может быть понято независимо от всего остального и существовать независимо ни от чего. Поскольку Декарт представлял разум независимым от всего остального, когда сомневался во всем неопределенном, и поскольку Бог мог бы создать мир, в котором существовал бы только разум, он пришел к определению разума как субстанция, отличная от субстанции тела. Для Декарта разум определяется как мыслящая субстанция, а тело как протяженная субстанция. Это подняло фундаментальный вопрос о том, как возможно, что разум и тело взаимодействуют друг с другом. Одно из решений
решений проблемы разума и тела было предложено таким философом, как Николя Мальбранш. Мальбранш утверждал, что именно Бог, несотворенная субстанция, приводит к тому, что каждый раз, когда человек воспринимает причину, он также воспринимает и следствие. Эта доктрина получила следующее название – оказионализм. Оказионализм – это философское учение, объяснявшее взаимодействие разума и тела посредством вмешательства Бога, то есть решавшее проблему взаимодействия мыслящей и протяженной субстанции и развивавшее дуализм картезианства. Мальбранш был хорошо известен и прославился в свое время, но был малоизвестной фигурой в истории западной философии, однако его философия оказала глубокое влияние. Мальбранш оригинально указывал в своем учении, что человек, чтобы пользоваться присущей ему разумной свободой, должен признавать или принимать теоретически и практически только то, за что внутренне ручается голос его разума и совести. Отсюда два основных правила, из которых одно относится к наукам, а другое к морали. Первое. Соглашаться нужно с положениями очевидного характера, что отвергнуть их нельзя без внутреннего болезненного ощущения и тайных упреков разума. И второе. Никогда не нужно любить, безусловно, то благо, которое возможно не любить без укоров совести. Соблюдение этих правил ведет к познанию истины и к обладанию подлинным благом, а отступление от них выражается в различных заблуждениях, скрывающих от нас истину и благо. Мальбранш различает заблуждение чувств, заблуждение воображения, заблуждение чистого мышления или понимания, заблуждение наклонностей, заблуждение страстей. Чувства сами по себе, то есть в смысле субъективных душевных состояний, никогда нас не обманывают. Когда мы испытываем ощущение света, теплоты, звука и так далее, то мы действительно все это ощущаем, и тут не может быть места заблуждению. Оно является, когда мы это ощущение заключаем к ощущаемому, и чувственные качества, существующие только в нашей душе, каковы цвета, звуки и тому подобное, приписываем внешним предметам. На самом деле, посредством чувств мы не познаем никаких свойств внешнего бытия, а только состояние нашей души, поскольку она связана с телом. Мальбранш настойчиво повторяет мысль, что чувства даны нам не для познания предметов, только для сохранения нашей телесной жизни. Они извещают душу лишь о том, что происходит в окружающей среде по отношению к нашему телу, чтобы вызвать с нашей стороны ту или другую реакцию для его сохранения. Точно так же чувство удовольствия и страдания назначены первоначально лишь для того, чтобы побуждать нас к действиям полезным и предостерегать от вредных. И только ошибочное перенесение этих чувств на предметы, их случайно вызывающие, заставляет нас видеть в этих предметах самостоятельное благо или самостоятельное зло. Правильное действие разума показывает, что единственное истинное благо есть то, от чего зависит и происходит все прочее, именно абсолютная субстанция или божество, а единственное зло – уклонение от воли Бога. Внешние предметы, будучи непознаваемы для чувств, познаются нами посредством идей или представлений. Хотя идеи существуют в нашем уме, однако они несут только субъективные состояния нашей души, сознаваемые в простом внутреннем чувстве. Идеи имеют объективную определенность и реальность, имеют ее не от нашего ума, только воспринимающего, а не творящего предметы. Наш ум познает идеи не как части или выражение собственного существа, а как нечто от него независящее. Остается, следовательно, признать, что идеи даны в Боге, как содержащим бесконечную полноту всякого бытия, и что мы познаем их, поскольку познаем Бога. Мальбранш различает 4 рода познания. Первый. Познание предмета через него самого. Таким образом, мы познаем только Бога, который сам открывает свое существо нашему уму. Второй. Познание через идеи, таким способом познаются нами внешние предметы. Третий. Познание через внутреннее чувство или непосредственное сознание. Этим путем нам известна наша собственная душа и ее различные состояния. Четвертый. Познание через соображение. Этим путем мы знаем о других одушевленных существах. Думаю, стоит также упомянуть о таком философе, как Пьер Гассенди. Пьер Гассенди был французским католическим священником, философом, математиком, астрономом, исследователем древних текстов. Философская система Гассенди – это результат его исторических исследований. Эти исследования привели его к выводу, что мнения различных философов, считающиеся совершенно несходными, часто различаются только по форме.
Чаще всего Гассенди склоняется на сторону Эпикура, расходясь с ним только в теологических вопросах. Относительно возможности познать истину он держится середины между скептиками и догматиками. Посредством разума мы можем познать не только видимость, но и саму сущность вещей. Нельзя отрицать, однако, что есть тайны, недоступные человеческому уму. Гассенди подразделяет философию на физику, предмет которой исследовать истинное значение вещей, и этику, науку быть счастливым, поступать согласно с добродетелью. Введением к ним служит логика, которая есть искусство правильно представлять идеи, правильно судить предложения, правильно умозаключать силлогизм и правильно делать выводы метод. Гассенди утверждает, что все явления природы совершаются в пространстве и времени. Это суть вещи в своем роде, характеризующейся отсутствием положительных атрибутов. Все предметы обладают душой, чувствующей и смутно рассуждающей. Тело, душа чувствующая, душа разумная составляют единое. Чувствующая душа, область, в которой есть все тело, воспринимает образы внешних предметов с помощью органов чувств и познает их посредством памяти, сравнения или суждения и вывода, или рассуждения. Эти последние три деятельности Гассенди считает функциями воображения. Душа разумная или разум присуща только человеку, в противоположность душе чувствующей. Она пребывает только в мозге. Посредством разума человек познает вещи, недоступные чувственному восприятию и воображению, понятия о Боге, самосознании и так далее. Душа разумная, нематериальная, следовательно, вечная. Это ее отличие от души чувствующей. Врожденных идей нет. Идеи, кажущиеся врожденными, например, идея причинности, только вывод из повторяемости явлений. Инстинкт, результат привычки в наследственности. Единственное, что является врожденным, это любовь к самому себе. Из нее вытекает стремление к приятному и старание избежать неприятного. Воля всегда сопровождается действием. Действия наши свободны. Но свободу их надо искать не в воле, а в разуме. Нам свойственно поступать на основании мотивов, которые нам представляет разум. Разум склонен любить истину, но для того, чтобы найти ее, он должен сосредотачивать свое внимание, не поддаваясь желаниям. В этом и заключается свобода. Как согласовать свободу с божественным провидением? Это неразрешимое для нас тайна. Два вопроса всегда интересовали людей. В чем состоит цель нашей жизни и как достигнуть этой цели? Этим вопросам посвящена этика Гассенди, в которой он является последователем Эпикура. Единственная цель жизни – счастье. Истинное счастье заключается в здоровом теле и спокойной душе, а спокойствие дает только добродетель, так как она не сопровождается ни раскаянием, ни сожалением. Спокойствие есть высшее наслаждение, ибо оно есть цель всякого движения. Правда, человек стремится к наслаждению движением, потому что природа вложила в него это стремление для самосохранения и продолжения рода. Но, ставя его выше покоя, он забывает, что оно есть только средство для достижения последнего. Свое исследование Гассенди заканчивает доказательством существования Бога, его свойства и его провидения. Идея о Боге не есть идея врожденная, а между тем она присуща всем людям. Гассенди объясняет это предрасположение разума к допущению существования Бога при первом указании чувств на единство и гармонию Вселенной. Поэтому разум познает Бога как совершеннейшее существо Творца и руководителя Вселенной. Блез Паскаль был французским математиком, механиком, физиком, литератором, философом и теологом. Около 1652 года Паскаль задумал создать фундаментальный труд, одной из главных целей которого должна была стать критика атеизма и защита веры. Блез Паскаль постоянно размышлял над проблемами религии. Его замысел менялся с течением времени, но приступить к работе над трудом, который задумывался им как основной труд жизни, мешали различные обстоятельства. Начиная с середины 1657 года Паскаль делает фрагментарные записи для труда на отдельных листах, классифицируя их по темам. Паскаль утверждал, что есть три разряда людей. Одни обрели Бога и служат Ему. Эти люди разумны и счастливы. Другие не нашли и не ищут Его. Эти люди безумны и несчастны. Третьи не обрели, но ищут Его. Эти люди разумны, но пока несчастны. Блез Паскаль известен уникальным аргументом, который именуется пари Паскаля. Бог есть или нет? На которую сторону мы склонимся? Разум тут ничего решить не может. Нас разделяет бесконечный хаос. На краю этой бесконечности разыгрывается игра, исход которой неизвестен. На что вы будете ставить? На что делать жизненную ставку? На религию или на атеизм? Для поиска ответа Паскаль предположил, что шансы существования или отсутствия Бога примерно равны, или, по крайней мере, что вероятность существования Бога больше нуля. Тогда возможны два варианта.
Первый вариант – жить без веры крайне опасно, так как возможный проигрыш в случае существования Бога бесконечно велик, вечные муки. Если же Бог не существует, то цена выигрыша отсутствует. Безверие нам ничего не дает и от нас ничего не требует. Второй вариант – жить по канонам веры. Цена проигрыша в случае отсутствия Бога невелика, усилия на праведную жизнь. Зато возможный выигрыш в случае существования Бога бесконечно велик, спасение души, вечная жизнь. Привет! Я продолжаю говорить о французской философии. Это вторая часть, всего их будет 4. Французская философия XVIII века была глубоко политической. Она была сильно пропитана принципами просвещения, и многие из ее философов стали критиками церкви и государства и сторонниками рациональности и прогресса, и впоследствии оказали глубокое влияние на политические системы и идеологии Франции и США. Монтескье был социальным комментатором и политическим философом. Его теории глубоко повлияли на отцов-основателей США. Его убеждение в том, что государственная власть должна быть разделена на законодательную, исполнительную и судебную ветви, легло в основу разделения властей в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов. В духе законов Монтескье изложил точку зрения о том, что климат влияет на человека и общество в целом. Он считал, что более жаркий климат создает вспыльчивых людей, а более холодный – отчужденных, в то время как мягкий климат идеально подходит для политических систем. В целом, главная тема всей политико-правовой теории Монтескье – политическая свобода. К числу необходимых условий обеспечения этой свободы относятся справедливые законы и надлежащая организация государственности. Монтескье сформулировал основополагающие принципы политического либерализма, такие как разделение властей, приоритет индивидуальной свободы, базирующийся на принципах естественного права. Вольтер был олицетворением просвещения благодаря своей критике церковных догм и французских институтов, защите гражданских свобод и поддержке социальных реформ. Гражданскими свободами, за которые он боролся, были право на свободное судебное разбирательство и свобода вероисповедания. Жан-Жак Руссо отличился от прогрессивного сциентизма эпохи Просвещения своим заявлением о том, что искусство и наука разрушают человеческую мораль. Более того, он вызвал споры своей теории о том, что человек добр по природе, но развращен обществом, что является прямым противоречием христианству. Некоторые из его теорий продолжают вызывать споры, например, его идея под названием «Всеобщая воля». Идеи Руссо оказали большое влияние на французскую революцию. Дидро был ключевым соавтором создания энциклопедии. Энциклопедия, представляющая собой систематическое собрание всей информации об искусстве и науках, вызвала большие споры. Дидро неоднократно подвергался преследованиям со стороны полиции и даже был арестован. Церкви не нравилась энциклопедия, которая представляла угрозу для аристократии, поскольку она утверждала, что государство должно заботиться о народе, а не о себе, о свободе вероисповедания, свободе мысли, ценности, науки и промышленности. В конце концов, книготорговец начал удалять все статьи, которые он счел спорными, опасаясь наказания. Энциклопедия, над которой Дидро работал 20 лет, была безнадежно испорчена.
также продолжаю говорить о французской философии, это третья часть. Огюст Конт был философом, основателем позитивизма, основателем такой дисциплины, как социология. Огюст Конт может рассматриваться как первый философ науки в современном понимании. Я упомянула такое понятие, как позитивизм. Думаю, сразу стоит дать ему определение. Позитивизм – это философское учение и направление методологии науки, определяющее единственным источником истинного действительного знания эмпирические исследования и отрицающие познавательную ценность философского исследования. Основной тезис позитивизма – все подлинное позитивное знание есть совокупный результат специальных наук. Огюст Конт находился под сильным влиянием утописта Анри Сен-Симона. Конт развил позитивную философию в попытке устранить социальный недуг французской революции, призывая к новой социальной парадигме, основанной на науках. Конт предложил описание социальной эволюции, предположил, что общество проходит 3 фазы в своем стремлении к истине. Фазы Конта были теологическими, метафизическими и позитивными. Конт попытался ввести целостную религию человечества, которая, можно сказать, была в значительной степени безуспешной, однако оказала влияние на развитие различных светских гуманистических организаций в XIX веке. Он также создал и определил термин альтруизм. Конт оказал значительное влияние на мысль XIX века, оказал влияние на работы таких мыслителей, как Карл Маркс и Джон Стюарт Миль. Фердинанд де Сосюр был швейцарским лингвистом, много лет преподававшим в Париже. Он был озабочен тем, чтобы отличить лингвистику от филологии, перейдя от изучения истории отдельных слов и сравнения языков к изучению основных структур, лежащих в основе языка. Его небольшая работа, большая часть которой была опубликована посмертно, стала основой лингвистики, семиотики и структурализма, философской школы, изучающей глубинные структуры, которые формируют, ограничивают и влияют на общество, язык и человеческий разум. Сосюр разделил язык на 2 части, то есть язык, который представляет собой систему знаков и правил, принадлежащих сообществу, и язык, который представляет индивидуальные речевые акты внутри сообщества. Сосюр сравнил это с шахматами и игрой в шахматы, поскольку прежде чем кто-либо сможет играть, он должен знать правила и структуру игры. Для Сосюра существенной единицей любого языка является слово или знак. Слово делится на 2 неотделимые части: означающее, которое представляет собой звуковой образ, и означаемое, которое представляет собой концепцию, связанную с означающим. Сосюр подчеркивал произвольность этой ассоциации, утверждая, что любое означающее может относиться к любому означаемому. То, как знак приобретает свое значение, определяется тем, чем он не является в рамках языка, а не тем, что он собой представляет. Например, слово «собака» означает собаку просто потому, что оно не означает кошку, птицу или кукурузные хлопья. Уже сейчас ясно видно, что язык для Сосюра в высшей степени дуалистичен. И он утверждал, что человек мыслит по сути дихотомично. Стоит указать, что дихотомия, раздвоенность, последовательное деление на 2 части, более связанные внутри, чем между собой, способ логического деления, который состоит в том, что делимое понятие полностью делится на 2 взаимоисключающих понятия. Для Сосюра способ изучения языка дуалистичен. Его можно изучать синхронно, то есть как целостную систему в течение застывшего момента времени, или его можно изучать диахронически, что является исследованием его исторического развития. Поясняю, диахрония и синхрония – 2 противопоставленных аспекта лингвистики. Понятие ввел Фердинанд де Сосюр.
Согласно де Сосюру, в диахроническом анализе сравниваются синхронические системы языка, даже если они относятся к разным временным периодам. Диахрония – рассмотрение исторического развития тех или иных языковых явлений, языковой системы в целом как предмета лингвистического изучения. Противопоставляется синхронии – рассмотрение состояния языка как установившейся системы в определенный момент времени. Термин получил распространение также в семиотике, литературоведении и других общественных науках в значении исторического подхода к исследуемым явлениям. Основной тезис де Сосюра состоит в том, что в каждый данный момент речевая деятельность предполагает и установившуюся систему и эволюцию. В любую минуту язык есть и живая деятельность, и продукт прошлого. Также можно сказать, что структуралисты сосредоточились на синхронных аспектах культуры, в то время как постструктуралисты в качестве реакции на в высшей степени дуалистически детерминированные характеристики сосредоточились на диахронических аспектах культуры в попытке выявить так называемую серую зону. В то время, как Фердинанд де Сосюр был относительно малоизвестным мыслителем своего времени, можно сказать, что Анри Бергсон был в некотором роде знаменитостью. Его философия привлекала как ученых, так и широкую общественность с момента ее зарождения в 1889 году и до смерти Бергсона в 1941 году, хотя он оказал большое влияние на Уильяма Джеймса, Альфреда Уайтхеда, Жана-Поля Сартра и так далее. Интерес к его творчеству значительно снизился после Второй мировой войны. Однако в конце 20 века, благодаря работам Жиля Делеза, интерес к творчеству Анри Бергсона возродился. Все работы Анри Бергсона были связаны с его теорией реального времени в том виде, в каком оно воспринимается сознанием. Он пришел к этой идее, пытаясь усовершенствовать эволюционную философию Герберта Спенсера и сравнил ее со скручиванием и разматыванием нити, чтобы представить ощущение смертности человека и постоянное обретение новой памяти, спектр из 1000 оттенков с потоком чувств, проходящим через них, собирающим и сохраняющим их, чтобы представить, насколько все моменты разнородны, и кусок резинки, сжатый в точке, а затем растягивающийся до бесконечности, образуя линию, которая будет постепенно становиться все длиннее и длиннее, представляя собой чистую неделимую подвижность. Однако этих изображений недостаточно, и они могут лишь косвенно показать идею. Первое слишком однородно, второе противопоставлено и завершено, в то время как время находится в постоянном состоянии становления, а третье забывает о гетерогенной природе идей. Фактически Бергсон утверждает, что то же самое относится и к любому другому образу идей, который можно создать. Бергсон называет эту идею длительностью и определяет ее как качественную, не количественную, не протяженную, не расширенную, множественность, но в то же время единство, подвижное и непрерывное, взаимопроникающее само в себя. Однако следует предупредить, что Бергсон считает, что длительность также не может быть представлена понятиями. Бергсон называет создание концепции анализом и считает, что он никогда не сможет представить абсолют. Он сравнивает это с построением модели города, по коллекциям разобщенных фотографий, между которыми отсутствует связь, и по стихотворению, которое переведено с комментариями, громоздящимися друг на друга. Модель города никогда не сможет воспроизвести ощущение пребывания в самом городе. А перевод и комментарии никогда не смогут передать простую размерную ценность о прогулках по самому городу. Действительно, символы всегда искажают ту часть объекта, которую они представляют, путем обобщения, чтобы включить ее и все другие части объектов, которые они представляют. Длительность может быть постигнута только с помощью интуиции, сочувствия, с помощью которого человек переносится в объект, чтобы постичь то, что в нем уникально и невыразимо. Интуиция – это целостный философский метод, который включает в себя помещение себя в длительность и расширение до непрерывной гетерогенности, дифференцирование крайностей внутри нее, чтобы создать дуализм, прежде чем показать, что они на самом деле являются единым целым. Примером этого является сама длительность, которая не является ни множественностью, ни единством, но в зависимости от того, с какой точки зрения человек воссоздает ее, он будет либо реконструировать ее как единство, либо как множественность. Следовательно, субстанциальный плюрализм и субстанциальный монизм на самом деле являются двумя проявлениями одного и того же явления. Анри Бергсон был удостоен Нобелевской премии по литературе в 1927 году в знак признания его богатых и животворящих идей и блестящего мастерства, с которым они были представлены.
«Французская философия» – это 4-я и последняя часть. Французская философия в 20 веке ознаменовалась расцветом многих философских направлений. Философия науки развивалась по Пуанкаре, Башляром и не только. Феноменология, представленная в картезианском формате, находилась под влиянием немецкой мысли, в частности феноменологии Гуссерля и Хайдеггера. Феноменология была неизменно заметна на протяжении всего 20 века, в то время как экзистенциализм распространился по всему Западу и приобрел известность на время. Появился структурализм, который стал рассматриваться просто как необходимое средство доступа к постструктурализму, в то время как постмодернистская мысль стала доминировать в конце 20 века. Во Франции философия науки, также известна как французская эпистемология, была выдающейся школой мысли, в которую входили Анри Пуанкаре, Эмиль Мерсон, Пьер Дюгем, Гастон Башляр и другие. Центральными вопросами философии науки были: что квалифицируется как наука, насколько надежны научные теории, какова конечная цель науки. Феноменологию можно определить как способ философствования, который включает в себя описательные объяснения явлений в том виде, в каком они даны сознанию, как они даны сознанию, которое пытается избежать навязанных объяснений. Во Франции феноменология рассматривалась как радикальное картезианство. Эммануэль Левинас был одним из первых, кто представил феноменологию во Франции. Левинас считал этику первостепенной философией и однажды провозгласил, что она предшествует метафизике и должна считаться первой философией. Марис Мерло-Понти интересовался основами восприятия. Поль Рикер был наиболее известен тем, что сочетал феноменологическое описание с герменевтикой. Он был удостоен Киотской премии в области искусства и философии за то, что произвел революцию в методах герменевтической феноменологии, расширив изучение текстовой интерпретации, включив в нее широкие, но конкретные области мифологии, психоанализа, теории метафоры и теории повествования. Экзистенциализм был выдающейся школой мысли в первой половине 20 века. Традиционно экзистенциализм занимается состоянием человека, исследуя такие темы, как цель, свобода, опыт и так далее. Он может восходить своими корнями к таким философам, как Фридрих Ницше, Мартин Хайдеггер, а также к философии жизни, но расцвел благодаря мысли Сартра. Жан-Поль Сартр определил свой экзистенциализм следующим образом. Его главный тезис заключается в том, что человек рождается свободным, брошенным в мир, где единоличная ответственность за поступки лежит на его плечах. Затем своими действиями он определяет сущность не только самого себя, но и того, каким, по его мнению, должен быть человек. Отрицание этой ответственности с помощью оправданий – это то, что Сартр называл недобросовестностью. Французский структурализм в первую очередь занимается глубинными структурами, которые формируют, ограничивают и влияют на общество, язык и человеческий разум. Он уходит своими корнями в мысли Фердинанда де Сосюра, который занимался лингвистикой. Но вскоре структурализм начал применяться к антропологии, социальным наукам и психологии. Структурализм сыграл важную роль в интеллектуальной мысли после Второй мировой войны. Клод Леви-Стросс применил структурализм Сосюра к антропологии. Ролан Барт был литературным критиком, который применил идеи Сосюра к теории литературы. Барт исследовал статьи, рекламу, фильмы и так далее, чтобы продемонстрировать глубоко укоренившуюся пропаганду, обнаруженную внутри. Жак Лакан был психоаналитиком, который стремился объяснить психику в терминах структур. В
Вторая половина XX века знаменовалась расцветом так называемой постмодернистской мысли. Леотар определил постмодернизм как скептицизм по отношению к метанарративам. Метанарратив – это своего рода грандиозная история, которая охватывает и претендует на предсказание. Леотар считал метанарратив неотъемлемой чертой современности. Следовательно, условием постмодерна является замена метанарратива множеством языковых игр. Леотар утверждал, что этим языковым играм не хватает какой-либо всеобъемлющей структуры, но они были вызваны технологическими разработками в таких областях, как коммуникации, средства массовой информации, что делает метанарративы неоправданными. Мишель Фуко придерживался скептицизма в отношении абсолютов, таких как правильное и неправильное, разумное и безумное, а также человеческой природы. Жак Деррида развил деконструкцию как ответ структурализму. Деконструкция берет текст, рассматривает бинарные позиции внутри него с нескольких различных точек зрения интерпретации, а затем пытается показать, что они зависят друг от друга, нестабильны, двусмысленны, исторически и культурно определены. Демонстрируя текучесть дихотомии, деконструкция показывает текучесть текста. Деррида утверждал, что ни одно значение не является стабильным. Даже те дихотомии, которые классические философы считали само собой разумеющимися, благодаря внутренней логике текст деконструирует сам себя и, следовательно, допускает весьма оригинальные интерпретации. Жиль Делез разработал философию различия. Он рассматривал различия как предшествующие идентичности, а разум не как нечто всеобъемлющее, а как маленькую гавань, построенную в течение времени, различия в себе. Он сравнил это с христианством, где если вы принимаете первородный грех и непорочное зачатие, тогда все это имеет смысл.